Хочу показать вам решение, которое мы применили в данном доме. Это проект у нас ТБ-64. Его мы полностью переделали, сделали ремонт, работали с дизайнером клиента. И что примечательно, здесь стоял уже камин. Вот он уже был здесь до ремонтных работ. Соответственно, как можно было сделать? Значит, как было? У нас была стена, вот она осталась. Это стена с термоотведением, там плита с комотерм использованный. Сверху у нас ложен керамогранит до самого верха. Вот, соответственно, а здесь у нас был такой же материал, то есть у нас получается сама часть вот из керамогранита осталась как есть, габариты ее. Здесь был у нас тот же серый керамогранит, он так поднимался, был уложен и поднимался на стену. Вот еще видно, что у нас еще немножко остался. Но камин был установлен до этого. Вот. И чтобы его не снимать, дизайнер предложил вот такое решение. То есть мы вырезали вот такой элемент вокруг камина. И дальше уложили керамогранит, естественно, в один уровень с ламинатом, без порошковой стыки, как мы любим. Вот специальный герметик здесь применили. Ну и, соответственно, объединили зону, дизайнер, вернее, хотел этим объединить зону камина и зону кухни. Здесь у нас одинаковый, да? Использован керамогранит. Естественно, все уложено в едином контуре, без всяких порошков. Вот. Зачем было это сделано? Убрать камин. Каминчики просили, по-моему, до 100 тысяч рублей. В целях экономии, соответственно, камин остался. Мы его упаковали полностью, чтобы в ремонтной работе он не был поврежден. И, соответственно, наш плиточник сделал вот этот элемент. Демонтировал здесь плитку старую, керамогранит здесь, и, соответственно, уложил другой. И посмотрите, как, кстати, получилось. Здорово. Ну, это уже как бы делал раскладку плитки, делал дизайнер. То есть все элементы подходят аккуратно к этой плитке. То есть это смотрится как законченное изделие. Да? И в целом очень круто получилось. И экономия. Камин мы не трогали. Поэтому всегда сделаем для вас эффективное финансовое решение, которое устроит всех.